Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Говорит нам в сказке в своей Александр Сергеевич Пушкин. Я же решил не ждать у моря погоды и решил сделать себе сама золотую рыбку, которая исполнит все мои новогодние желания. Повесим ее на елку и загадаем. Будем ждать. Более того, делая такую рыбку, вместе со своим ребенком проведете много приятных, счастливых моментов в своей жизни. Предлагаю в своем мастер-классе два варианта золотой рыбки. Вот это совсем уж прям сказочная. Здесь участвует фатин, как видите, разных оттенков, клеевые стразы, которые сейчас в больших количествах продаются в книжных магазинах, магазинах для рукоделия. В качестве формы, вы не поверите, здесь участвует обычная фольга для выпекания. Подробный мастер-класс, как сделать таких классных рыбок, я вам сейчас покажу. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, творите, будьте в хорошем настроении, привлекайте к творчеству своих детей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Делитесь видео в соцсетях со своими друзьями. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, сегодня мы сделаем с вами, друзья, волшебную прекрасную рыбку, украшение на елку к новогодним праздникам. Все, что нам понадобится для изготовления этой рыбки, в основном, я думаю, что есть у каждой хозяйки на кухне. Для того, чтобы сделать вот такую вот заготовочку, деталь, таких деталей нам понадобится 2 штучки. Нам понадобится обычная пищевая фольга и какая-то форма, напоминающая по форме тело рыбки. У меня вот такая вот столовая ложка. В длину моя рыбка 11,5 сантиметров и в ширину около 7, думаю, что так, и в ширину 8 сантиметров, учитывая наклеенные уже на фольгу детали. Для того, чтобы украсить нашу рыбку, нам понадобится глиттерный фоамиран шириной 2 мм, 2, а может быть и 3 оттенков, как вы захотите. Для плавничков рыбки я взяла тонкий фоамиран матовый шириной 1 мм. Также нам понадобятся глазки пластиковые. Также вы можете вырезать их из фоамирана. И детали остальные для рыбки. Вот корона, губки. Займемся тельцем рыбки. Берем фольгу, сминаем ее, примерно формируем такой овал под нашу ложечку. И теперь нужно будет аккуратно спрессовать нашу фольгу под форму рыбки будущей. Если вы взяли мало фольги, можно будет добавить, обернуть эту деталь, еще, так сказать, нарастить форму. Немного добавлю для плотности конструкции. Чем фольга хороша? Тем, что это легкий материал. И, в принципе, можно сформировать из нее любую форму практически. Для поделок, для снеговиков, для рыбок.
Таких детальки нам нужно для нашей рыбки 2. Одна у меня уже приготовлена, и сейчас я, после того, как сформировала из фольги тело рыбки, начну украшать рыбку детальками из фоамирана. Тем временем у меня разогревается термоклей. Вот что должно получиться. Такая очень плотная форма получилась. Я ее спрессовала хорошенько. И можно приступить к украшению нашей рыбки. Затем мы вот так вот склеим 2 половинки. Вклеим посередине хвостик и плавнички. И также ниточку для того, чтобы подвешивать нашу елочную игрушку. Предварительно я вырезала из 2 цветов фоамирана разные формы, чешуйки. Тут фантазия у каждого своя. Мне удобнее будет заклеивать рыбку вот такими вот капельками. Делаю это хаотично абсолютно, просто чтобы подобрался красивый такой пестренький рисуночек. Вот такие вот можно сделать полоски у нашей рыбки. Сейчас буду заклеивать. Вот так различные украшения. Начну с носовой части нашей рыбки. Если нет фоамирана, можно взять эко-кожу и то же самое обклеить рыбку такими вот чешуйками. Клею детальки внахлёст друг на дружку, чтобы не просвечивала фольга.
Ну что, друзья, вот такой вот пазл из деталек у нас получился. Нет никаких свободных мест, нигде не просвечивает фольга. Часть нашей рыбки, две части нашей рыбки готовы. И теперь займемся плавниками. Для того, чтобы изготовить плавнички, я взяла тонкий фоамиран и шаблон. У меня прямоугольник получился. Высота 4,7 сантиметра и ширина 3 сантиметра. Складываем наш прямоугольничек пополам, для того, чтобы фигура была симметричная, и вырезаем такую форму лепесточка. Такая форма у нас получилась, и для наших плавников нам понадобится где-то примерно 4 штуки на хвостик, 3 на верхний плавник и по 2 с каждой стороны. Для того, чтобы сделать волнистый краешек у плавничка, пройдемся огнем зажигалки и растянем пальчиками краешки. И чтобы больше было похоже на плавничок, возьмем зубочистку с острым краешком деревянную и прочертим такие характерные полоски. С одной стороны и с другой стороны. Огонь подносим буквально на 1 секундочку, чтобы не воспламенился фоамиран и не почернел. Просто разогреваем и растягиваем. Клеим хвостик. Продублируем с другой стороны. Рыбка у нас будет двусторонняя. Хвостик тоже продублируем с другой стороны. Игрушка у нас двусторонняя. Можно, после того, как вы изготовили вот эти лепесточки для плавников, можно пройтись серебряной краской или пудрой посеребрить, воспользовавшись своей косметикой. Нанести блестки на акриловый лак и так далее.
плавник, хвостик. И я думаю, что вот такой вот плавничок боковой тоже у рыбки может быть. Хотя это, конечно, на ваше усмотрение. Вот такую рыбку хочется получить. На капельку клея посажу плавничок. Между двух половинок вклеиваем в нужных местах весь декор. Сейчас мы занимаемся плавниками, будет еще корона и губки. Итак, детальки губки вырезала произвольно 4 штуки, склеила между собой. То же самое, что и с короной. 2 детали вырезала из глиттерного фоамирана, 2 одинаковые детальки. Сейчас склею между собой, чтобы рыбка наша была царевной морской. Корону и губки присоединим уже в конце, когда склеим 2 детальки. Сейчас мы этим займемся. У второй половинки нам нужно будет приклеить еще глазик нашей рыбине. Тут мы не жалеем клея, чтобы 2 половинки схватились хорошо. Оставшимися частями нашей мозаики можно будет склеить стыки нашей рыбки. Во-первых, это скрепит всю конструкцию и не будет видно зазоров. Это могут быть различные детали в виде капелек, полосок. Все, что у вас осталось, обрезки от фоамирана. Вот какие-то длинные капельки у меня здесь остались. Чтобы работа была красивой со всех сторон. Если нужно, подгоняем детальки под нужный размер. Вот, например, вот здесь нужно подклеить. Осталось сделать глазик и последние штрихи, губки и корону водрузить. Чтобы клеить глазик, я использую клей Момент Кристалл. Он будет надежнее держать этот пластиковый элемент на нашей рыбке. Постараемся приклеить симметрично.
Приклеиваем корону. Вот наша рыбка уже приобретает свой законченный вид. Подклеиваем все стыки. Аккуратно. Нашей рыбке не хватает ниточки. Нужно найти центр тяжести всей игрушки и закрепить на игрушку подвеску. Вклеим ниточку между плавниками. Вот такая вот рыбка, украшение на елочку новогоднюю у нас получилось. Сейчас покажу второй способ, как можно еще один вариант рыбки сделать, немного из других материалов и немного другой концепции, хотя фольга и ложечка будут формы у нас неизменные. Итак, ребята, чтобы сделать рыбку номер 2, нам понадобятся все те же исходные материалы. При помощи фольги и ложки я утрамбовала вот такую вот форму. Таких деталек, как я уже и говорила, нам потребуется 2. Одна деталька у меня уже готова, а вторую точно так же я сейчас делаю перед вашими глазами. И для оформления второй рыбки нам понадобятся вот такие вот стразы на клеевой основе, коих сейчас очень много продается в магазинах для хендмейда. И изюминкой нашей рыбки будут вот такие прекрасные плавники из фатина. Фатин сейчас представлен тоже в широком ассортименте в магазинах. У меня вот такой в рулонах фатин. Можно взять отрез фатина. Самое главное, что ежели у вас будет несколько оттенков этого фатина для плавников, например, вот таким вот образом, это придаст вашей рыбке еще больше волшебства и сказочной красоты. Для того, чтобы изготовить вот такие вот плавнички, нам понадобится, естественно, ножницы, иголка с ниткой. Два плавничка я уже сделала. Сейчас буду формировать хвостик. Покажу, как это делать. Ничего сложного здесь нет. Самое главное, чтобы в отрезках для нашего хвостика были краешки вот такие вот рваные немножко или заостренные, да. Нужно срезать под углом. Вот такие у меня есть краешки рваные, да, для хвостика. Определить длину хвоста рыбы и собрать несколько цветов, которые будут присутствовать в вашей рыбине. Вот у меня 2 цвета есть, и, пожалуй, возьму еще вот такой вот бледно-голубой, такой как пасмурное небо фатин. И добавлю хвостику моей рыбки тоже уже вот такими вот треугольниками срез я сделала. И
определим длину нашего хвостика, который был бы соразмерен телу нашей рыбы. Вот хочется, чтобы хвост был у моей рыбки длинный. Поэтому вот сделаю таким образом. Может, еще добавлю. Тут дело вашего вкуса. Можно сделать маленький хвостик. Теперь прошиваю все слои фатина иголочкой с ниткой. Лишнее можно отрезать, это понадобится нам еще для плавников, возможно. Еще раз прошиваю хвост. Вот такое вот нечто волшебное, воздушное получилось. Хвостик оставим и сделаем еще один боковой плавничок. Как-то так вот он будет выглядеть. С каждой стороны у нас будет также боковой плавничок и один плавничок сверху и хвостик. Вот у меня осталось как раз немного голубого фатина, самого яркого. Можно срезать таким образом, собрать на нить. Длина нашего плавничка где-то около 10 сантиметров. Меряем для симметрии. Со следующим, с предыдущим, да, плавничком. И тоже собираем на нить и закрепляем. Лишнее срезаем и займемся тельцем рыбки. Нам нужно сделать точно такую же деталь. Для этого тоже для первого слоя тельца рыбки я буду использовать такие вот детали, капельки из тонкого фоамирана. Можно оклеить какой-то крепированной бумагой рыбину, потому что все равно сверху все будем заклеивать стразами. Ну, мне было проще фоамираном, поэтому если мы хотим оклеить быстрее, то детали нужно делать крупнее. Если детали поменьше, то можно также разные цвета брать, заклеивать рыбку мозаичным таким способом, тогда она будет вся пестрая, красивая. Вариантов очень много.
Вот и первый слой для нашей рыбки готов. Это будет как-то так. Примерим сначала наши две детальки и наклеим нашу рыбку стразами. Тут будет у нас нос. Решено было оклеивать все тельце рыбки, не считая носовой ее части. Стразы эти очень легко фиксируются на фоамиран, поэтому, так как они на клеевой основе, поэтому я клеила просто не мудрствуя лукаво, полосками. Клеим глазик. Итак, корону я оставила неизменной из предыдущей рыбки, и губки тоже. Губки потом будем вклеивать, корону устанавливать, а сейчас займемся хвостиком и плавниками. Так у нас получился один хвостик большой. Длина моего хвостика, сейчас скажу, будет где-то 27 сантиметров. Также у нас есть два боковых плавника и один основной. Таким вот образом будем вклеивать в серединку рыбы наш плавник. Хвостик в серединку вклеим. Как раз у нас есть место для маневра. Закрою кусочком эко-кожи
место склейки нашего плавничка. Сделав такую чешуйку дополнительную. Вот изнанка нашей рыбки. Соберем вторую часть. Теперь осталось тоже доклеить плавничок для симметрии нашей рыбки, закрыть его чешуйкой. Ну и, конечно же, приклеим губки нашей рыбине для красоты и корону, сказочную корону на голову. Рыбка вот приобретает уже законченный вид. Для тех, кто любит аккуратность, можем проклеить здесь еще, добавить детальки на месте сгибов, на месте, на боковых швах можно доклеить несколько элементов, чтобы там на мордочке чешуйку добавить, ну и так далее. Ну вот и готова наша красавица-рыбка. Осталось только центр тяжести поймать у игрушки, чтобы она висела ровненько, и вклеить ниточку, что мы и сделаем. Ну вот, друзья, работой я своей лично довольна. А довольны ли вы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Понравились ли вам мои идеи? Какая рыбка понравилась вам больше? Первая или вторая? Вот они абсолютно такие разные получились. А если вам понравилась моя идея, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Буду рада новым друзьям. И до новых творческих встреч. Пока-пока.